Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я украшаю большой очень торт размером с противень. Покажу, как работать с таким тортом. Также покажу, как использовать живые веточки гипсофилы в торте, как ее хранить. Все покажу и расскажу в данном видео. Как сделать вот такие розы с заостренными лепестками. Все это будет подробно рассказано. Здесь торт я уже покрыла белково-заварным кремом, итальянской меренгой. Подробное видео есть на моем канале, а ссылку оставлю в описании к данному видео. Как я собирала этот торт, тоже есть подробное видео, ссылку оставлю в описании. Итак, здесь у меня насадка номер 5, круг 3 мм. Торт я особо не выравнивала. Я его сейчас буду покрывать вот таким узором по бокам. То есть делаем просто завиток и внутри капельку. И ракурс завитков постоянно меняем. И таким образом покрываем все бока торта. Теперь этой же насадкой номер 5 я делаю внизу такой бордюрчик. Почему я беру такую маленькую насадку? Просто для того, чтобы сэкономить крем. Крема на обтяжку торта у меня ушло из расчета порции на 150 грамм белка. Кто не знает, это крем белково-заварной, итальянская меренга, готовится на основе заваривания куриных белков. Здесь у меня насадка 8 мм открытая звездочка. Такая кондитерская насадка продается во всех кондитерских магазинах и даже в обычных больших магазинах, где представлен кондитерский отдел или отдел для выпечки. Завиток вправо, завиток влево, и получаются такие ровные бордюры. Такие торты, если вы никогда с ними не работали и сомневаетесь, сначала лучше не использовать поворотный столик, потому что он у вас может просто упасть, если вы новичок и боитесь с ним работать, потому что торт действительно огромный. Все, боковины все у меня оформлены, бортики также все у меня уже готовы. Теперь я положила надпись. Здесь у меня сахарная картинка, расположила по центру торта. И также кондитерской насадкой номер 5 круг я делаю вот такие завитки. Теперь торт я ставлю в холодильник, чтобы он у меня был стабильным. И буду делать цветы. Для цветов я беру насадку 128 роза. Я ее сама заузила плоскогубцами. Эта кондитерская насадка продается во всех кондитерских магазинах и на Алиэкспресс. Также на Амазоне она продается, то есть везде. Очень распространенная насадка. Здесь я беру рисовый конус, накручиваю основание, такое очень закрученное я люблю делать у роз основание, как у естественного бутона розы. И смотрите, насадку я держу под углом 45 градусов по отношению к гвоздику. Лепесток получается такой отогнутый в сторону сразу, что позволяет мне его потом поддевать слегка острием насадки, то есть острым тонким выходом насадки. Получается очень естественно выглядящая садовая роза. Обычной совершенно насадкой, не какой-то там заморской, а обычной насадкой, которая продается абсолютно везде. Главное правило, что насадку мы держим под углом 45 градусов и потом поддеваем каждый лепесток. Вот такая роза готова. И так делаем все розы. Цвет у меня здесь розовый. Я окрасила крем. И также делаем бутончик. Накручиваем основание, делаем 3 лепестка, пару лепесточков еще можно отсадить, и бутон готов. Теперь я взяла цвет бордовый, чтобы вторые розы делать, и по этому же принципу я делаю и бордовые розы. То есть также накручиваем основание. 45 градусов по отношению к гвоздику держим кондитерскую насадку. Отогнутый лепесток у розы сразу поддеваем острым углом насадки.
Меня очень часто спрашивают, где купить вот такие рисовые конусы. Они продаются на Алиэкспрессе. Маленькие по 100 штук в упаковке и большие по 80. Здесь я использовала именно маленькие рисовые конусы. Роза получается сразу объемная. Подробный мастер-класс по розам из моих любимых кондитерских насадок есть на моем канале. Ссылку на то видео я оставлю в описании к данному видео. На цветы у меня ушло белкового крема, я варила из расчета на 100 грамм белка. То есть в общей сложности ушло у меня 250 грамм белка на весь этот торт. Также делаем и маленькие такие бутоны. Накручиваем основание. Делаем достаточное количество роз, чтобы нам на все хватило. Вы также эти розы можете делать и без рисовых конусов, просто на кремовой подушке, и также их использовать в торте. Просто на конусе, конечно, их делать гораздо удобнее, и крема уходит гораздо меньше. Главное, помним угол 45 градусов у насадки и поддеваем острием насадки лепесток. Отсаживаем их вот так вот на подложку и достаем торт из холодильника. И смотрите, здесь торт я не ставлю на поворотный столик, чтобы он был стабильным. Делаю подушку из крема. И начинаю устанавливать все цветы. Ножницы здесь лучше брать большие, чтобы удобнее было ими работать. И смотрите, торт у меня стоит прямо на столе, потому что он может просто накрениться на одну сторону, и мы этого не заметим, и он просто может у нас упасть с поворотного столика. Поэтому особенно для тех, кто новички в этом деле, я советую сначала устанавливать цветы без поворотного столика. В таких больших тортах это очень важно, это большая проблема для них, для этих тортов. Устанавливаю все цветы на торт, дополняю вот так вот уже из насадки такими произвольными фантазийными бутонами, и вся цветочная композиция в принципе готова. Сейчас здесь я беру кондитерскую насадку номер 70 листик, цвет у меня фисташковый, и отсаживаю листья. Вот так выглядит торт сзади, то есть везде он должен быть ровным. Здесь насадка у меня 135 фантазийной гортензии или сирень. Я окрасила сам мешок кондитерский бордовым цветом и наполнила кондитерский мешок просто белым кремом. И получаются такие вот незатейливые цветочки. Сейчас я буду использовать живую гипсофилу. Мелкие такие растеница, они присутствуют очень часто в букетах. Ее можно хранить в холодильнике как зелень до 2 недель, промыв хорошо ее стебли и обрезав и поставив ее в стакан. В стакане можно менять воду периодически, и до 2 недель она у вас будет храниться. И вот такая вот композиция у нас получилась в итоге. Гипсофилу часто используют в кремовых тортах. Как сделать кремовую гипсофилу, есть на моем канале очень много тортов. Именно я из крема делаю имитацию гипсофилы. Но часто хочется именно вот такую живую использовать.
И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.